Всем привет, с вами Глебос, и сегодня я вам расскажу про всю эволюцию обновлений в Geometry Dash и подробно разберу каждый из них. А перед началом не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Ну что ж, поехали. Начнем с самой первой версии игры 1.0. Игра Geometry Dash была выпущена 13 августа 2013 года на платформе iOS и Android. И для начала у нее было немного уровней, от Stereo Madness до Jumper. Также можно заметить, что в первых версиях игры сложность уровней была увеличена, нежели сейчас. Например, раньше Jumper был инсейном, а не как сейчас хардером, или Back on Track раньше имел сложность Normal, а сейчас имеет сложность Easy. Также раньше не было монеты звезд, и само меню выбора уровня выглядело странно из-за того, что текст расположен не посередине, а снизу. Почему и из-за чего был так неровно расположен текст почти во всех кнопках игры, я не могу сказать. Редактор был довольно простой, присутствовали баги. Например, при выборе цвета бэкграунда игра сразу вылетала, также и с граундом. Меню было скудное, было всего 4 кнопки. Редактор, фьючер, поиск и сохраненные уровни. В принципе, про эту версию больше нечего сказать. Переходим сразу к самому первому обновлению этой игры. Первое обновление не заставило себя долго ждать. 1.1 выходит 14 сентября 2013 года, через месяц после релиза игры. В этом обновлении вышел новый уровень Time Machine, а также появилась новая механика игры Портал разворота. Также появились два новых персонажа, новый цвет белый, который давался за прохождение Time Machine в практике и за 20 тысяч прыжков, возможность комментирования пользовательских уровней и многое другое. Через месяц, 21 октября 2013 года, выходит новое крупное обновление 1.2, которое принесло в игру много чего нового. Появился новый уровень Cycles, новый вид персонажа Шар. Также переработали механику игры, из-за чего некоторые старые пользовательские уровни стали непроходимыми. Из прочего появилось два новых персонажа и исправление багов. В Geometry Dash Lite был добавлен новый уровень Back on Track, что удивительно тем, что в GD Lite 1.0 был всего лишь один уровень Stereo Madness, что очень мало для бесплатной версии игры. Также через месяц, 20 ноября 2013 года, уже выходит новое обновление 1.3. в котором появился новый уровень X-Step, а также были добавлены звезды. В редакторе добавили новые типы блоков и полублоков, облака и пульсирующие объекты, а также были добавлены голубые сфера и батут. Из прочего появилась таблица лидеров, которая на тот момент состояла из 50 игроков. Новая сложность Демон, которая была названа в честь уровня Демон Парк. И 10 новых персонажей и достижений. Также через месяц, 26 декабря 2013 года, было выпущено уже четвертое обновление 1.4. В нем появился новый уровень Clutterfunk, в котором появилась новая механика игры – уменьшение, а также появились новые шестеренки. В редакторе были добавлены два новых вида блоков. И самое главное изменение – появились 4 новых корабля, у которых была полностью перерисована текстура, из-за чего у новых кораблей стали отсутствовать тени, а сами корабли стали очень яркими и красочными. Нововведения у этого обновления были неплохими, а у следующего обновления 1.5, которое вышло 31 января 2014 года, были еще лучше. Это обновление добавило в игру новый уровень Theory of Everything, новый режим тарелки, а также новую розовую сферу и розовый батут. Редактор был тоже улучшен, в нем появились новые блоки и декорации, а также возможность копирования и вставки объектов. Также появилась система оценивания и фьючерд уровня. Кстати, в связи с появлением нового режима тарелки, который очень напоминал в то время популярную мобильную игру Flappy Bird, начали появляться Flappy Bird уровни, которые вы все прекрасно знаете. Но уже со следующей обновы Rooftop снижал планку быстрого выкладывания своих обновлений, ведь 1.6 вышла аж через 2 месяца после предыдущего, а именно 25 марта 2014 года. В этом обновлении появилось аж два новых уровня – Electroman Adventures и Club Step. Также в каждый официальный уровень Rooftop добавил по 3 секретные монеты, но самой сложной по сей день остается третья монетка в Stereo Madness. Также добавились разрушаемые невидимые блоки и маппаки, которые в наши дни уже практически забыты игроками. В редакторе появилась возможность окрашивания блоков и новые пилы. Добавилась новая сложность – авто, еженедельный рейтинг. Это обновление большинство игроков считают одним из самых значимых за все время, с чем можно согласиться, ведь в нем появилось много возможностей и механик, которыми мы пользуемся по сей день. Новое обновление 1.7 вышло также через 2 месяца, 21 мая 2014 года, и оно было не хуже, чем обновление 1.6. В нем появился новый уровень Electrodynamics, были добавлены различные ускорители, такие как замедление, обыкновенная скорость, быстрая и очень быстрая. Также добавлены новые маппаки. В редакторе были впервые добавлены новые виды фонов,
новые элементы и возможность окрашивания серых блоков. Из прочего был добавлен радужный след персонажа и подсветка, фильтры, возможность скопировать уровень игрока. Интересные факты. На первом тизере обновления видно уменьшение скорости минус 2х, но его не добавили в игру. А также Ruptop по неизвестным причинам, возможно случайно, выложил сникпик этого обновления на свой канал 2 раза. Но под конец 2023 года Ruptop удалил второй сникпик. Со следующего обновления Ruptop также снижал планку быстрого выкладывания своих обнов. 1.8 вышла через 3 месяца после предыдущего обновления, 7 августа 2014 года. Появился новый уровень Hexagon Force, в котором появился новый портал раздвоения. Была повышена сложность уровня Electroman Adventures Harder Than Insane. Также появились наклонные поверхности. И смотря на видео Титана про разработку его игры, похожей на Geometry Dash Geometry Trash, наклонные поверхности очень сложны в разработке и реализации. Теперь понятно, почему они вышли спустя почти год после выхода игры. В редакторе появились новые фоны, блоки, возможность тестировать уровень и музыку прямо в редакторе. В настройках появилась кнопка выключения перемещения камеры и кнопка включения игнорирования любого урона, проще говоря, ноуклип, для более удобного тестирования уровня и возможность свободно перемещать и вращать почти все объекты. Интересные факты. Ruptop подогревал выход обновления очень интригующими тизерами. Так, в первом тизере обновления 1.8 он намекнул на портал раздвоения персонажей. Игроки, увидев тизер, подумали, что в игре появится новый режим мультиплеера, но затем расстроились, когда узнали, что это просто новый режим игры. А сам мультиплеер начал тестироваться только, вдумайтесь, спустя 7 лет после этого обновления. Так как появился новый режим раздвоения персонажей, то строители с этой версии могли создавать уровни, использующие режим свинкоптера, который вышел только через 9 лет в обновлении 2.2. И вот, 9 ноября 2014 года, спустя 3 месяца, выходит обновление 1.9, которое добавило в игру 2 новых уровня – Blast Processing и Theory of Everything 2. Также появился новый режим игры – Волна. В редакторе добавлены новые шипы и блоки, псевдо-3D объекты, ограничитель объектов был увеличен до 15 тысяч штук, расширение цветовых каналов до 4 и самая важная функция – возможность использовать музыку с сайта Newgrounds, что позволило игрокам использовать почти любую музыку в своих уровнях. Также была добавлена система аккаунтов, чтобы сохранять свой прогресс. Игра вышла в Steam, тем самым появившись на компьютерах, ну и по мелочи новые достижения и так далее. И вот, эра 1. Что-то обновления подошла к концу. Теперь мы переходим к 2. Что-то обновления. 2.0 была выпущена 26 августа 2015 года, аж через 8,5 месяцев после предыдущего обновления. Тут Ruptop дал понять, что именно в этом поколении обновления ждать особо не стоит. В этом обновлении появилось 2 новых уровня – Geometrical Dominator и Deadlocked. Или Deadlocked. Также вместе с Geometrical Dominator появляется новый режим – Робот. Появляется хранилище, где много тайн, загадок и кодов, которые мы все благополучно искали в интернете. В редакторе появляется новый портал телепортации, новая зеленая сфера, триггеры, такие как Move, Альфа, Пульс, Toggle и Spawn. Неограниченные цветовые каналы, новые полы и фоны, возможность ставить монеты в своих уровнях, анимированные объекты, возможность увеличивать и уменьшать объекты и так далее. Появляется в новом обновлении. Появляется возможность просматривать профиль игрока, добавляться в друзья и писать сообщения. Также добавлены модераторы и рейтинг среди друзей. Интересные факты. На первом тизере видно, что один из монстров зол, если смотреть по векам. Хотя в самой игре такого монстра не было. Также у обоих монстров можно увидеть языки, но в самой игре этих языков нет. Сам Ruptop считает, что это самое масштабное обновление игры. На втором тизере видно, что куб, а именно его шапка, имеет округленную форму, но в самой игре квадратную. Раньше в версии 2.0.0 волна называлась Dart, по-русски дротик, но в 2.0.1 была исправлена на Wave, по-русски волна. Также в обновлении 2.0.0 хранитель говорил слово Damned, по-русски черт, но начиная с 2.0.1 он говорит Nevermind, по-русски неважно. И вот, мы подходим к предпоследнему обновлению на данный момент, обновление 2.1. Оно вышло 16 января 2017 года. 16 января 2017 года. Вспомните, когда вышло 2.2. В нем появилось 2 новых уровня. Один из них официальный, а второй вроде тоже официальный, но скрытый. Finger Dash и The Challenge. Появился новый режим паука вместе с официальным уровнем. Множество геймплейных объектов, новые награды, квесты, секреты, гаунтлеты, ежедневные уровни и 2 новых хранилища. Хранилище секретов и комната времени. В редакторе появилось очень много всего, что может создать красивый дизайн уровня, а также было много чего исправлено. Интересные факты. Создавая обновление 2.0, Ruptop уже придумывал и говорил, как будет выглядеть обновление 2.1. Аналогичная ситуация произошла с 2.2 и 2.3. Ruptop сказал во время
разработки этого обновления, что теперь обновы будут выходить раз в 1-2 месяца. Но в итоге 2.1 делалось больше года. Роберт выпустил обновление на следующий день после выхода Этегарасу. Выходит следующее обновление спустя 10 месяцев. 12 для ПК, 14 для Android и 16 ноября 2017 года для iOS соответственно. 2.11. А вы что, думали, что я про 2.2 сейчас буду говорить? Пока рано. Были добавлены сундуки за подписки на соцсети Роптопа, по которым просто хватит перейти по ссылкам, и все равно дадут награду. Был добавлен еженедельный демон, новые иконки в магазине, новые демонические сундуки, открывающиеся за 5 ключей. Также поменялась физика корабля, и из-за этого некоторые места в уровнях станут невозможными. В редакторе добавилась функция связывания объектов. Добавили папки для сортировки сохраненных уровней. В профиле игрока появилось доп-меню, в котором можно видеть комментарии под разными уровнями, оставленные им же. Добавлены старшие модераторы. У каждого модератора появляется значок. У обычных модераторов он желтый, а у старших красный. Добавили возможность копировать ID уровня. Был исправлен баг с фармом сфер маны, алмазов и осколков силы путем постоянной загрузки прогресса. И добавилось сердечко рядом с пользовательскими уровнями. При нажатии на него уровень становится любимым, и список любимых уровней можно найти в сохраненных уровнях. И вот, проходит 6 лет, а если смотреть с 2.1, то почти 7 лет, и выходит самое долгожданное, перевернувшее историю Geometry Dash обновление 2.2. Было добавлено много чего, но я пробегусь по самым главным нововведениям. А именно появился новый режим свинкоптера и режим платформера, внутриигровой FPS байпас, новый официальный уровень Dash, 4 уровня в платформенном режиме в башне, 2 новых магазина, множество иконок и еще много чего. После обновления выходило аж 6 новых мини-обнов, в которых исправляли многочисленные баги. Одно из них я даже обозревал на своем канале настройки, так что кто не видел, после этого видео обязательно посмотрите. Так вот, появился режим практики для режима платформера. Стоимость многих вещей в магазинах была уменьшена. Возможность отображения полной статистики игрока, подробное отображение демонов в профиле, добавлено быстрое меню, безрамочный полноэкранный режим, скрытие экрана завершения уровня, возвращение к последней контрольной точке после завершения уровня в режиме практики, расчетное время прохождения уровней платформеров, исправлено много багов и было добавлено еще много чего, что можно бесконечно перечислять. И тут мы подходим к будущим обновлениям, а именно к 2.21 и к 2.3, которые пока еще не вышли. Начнем с 2.21. В этом обновлении возможно добавится уровень Explorers, имеющий оценку Hard Demon и 16 звезд. Нам его уже показывали в сникпике. Также, возможно, этот уровень будет длиться 1 минуту 56 секунд, что является самым долгим официальным уровнем в Geometry Dash. Появится второй этаж платформер уровней в башне. Возможно, режим вызова Versus. Может быть, он будет отложен до 2.3. Появится карта The Map. В ней будут пользовательские уровни в режиме платформера, башни демонов, магазины и секреты. Может, что еще, но мы пока не знаем что. Новые гаунтлеты, новое секретное хранилище, которое Роптоп обещал добавить в 2.2, но так и не добавил. И по его словам, это хранилище будет хорошо спрятано и будет защищено от взлома. В редакторе появится законченная функция автобилд, которая автоматически размещает дизайн блоков. Также будут добавлены 200 новых иконок, которые в настоящее время заблокированы в версии 2.2. Теперь поговорим про последнее обновление из возможных, которое еще стоит ждать, 2.3. В этой версии возможно добавится разделение количества лайков и дизлайков для онлайн уровней, функция масштабирования сетки редактора, возможность сохранять уровень в отдельный файл, функция автосохранения для Steam, эксклюзивный режим игры для платформера и много чего еще, что может как появиться и в 2.21, так и в 2.3, тот же уровень Explorers или режим вызова Versus. Вот и видео подошло к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, напиши комментарий и поделись видео с друзьями. Всем спасибо за просмотр, всем пока.